Эта невероятная история произошла в глухих лесах Канады. Джон, опытный смотритель парка, как обычно, патрулировал отдаленный лесной участок. Вдруг он услышал необычный шум. Пронзительное эхо разнеслось по деревьям. Мужчина сделал паузу, его чувства обострились. Звуки напоминали крики, звучавшие одновременно бесчеловечно и отчаянно. Несмотря на звон тревожных колокольчиков в его голове, его внутренний инстинкт побуждал его прислушаться к звукам. С каждым шагом он приближался. Наконец он наткнулся на сцену, превзошедшую все его ожидания. Перед ним на поляне лежал медведь, передняя правая лапа которого попала в капкан. Кроме того, его голова была в петле, а задние ноги запутались в колючей проволоке. При каждом движении медведь издавал болезненный стон. Инстинктивно рейнджер потянулся за своей винтовкой. Встреча с медведем не была шуткой, особенно если животное было ранено. Но эта встреча была другой. Джон почувствовал, что медведь умоляет о помощи. Мужчина отбросил свое первоначальное беспокойство. Он проигнорировал сохраняющийся страх и осторожно подошел к обеспокоенному медведю. Мужчине пришлось подойти поближе к ловушке, чтобы осмотреть ее. Но когда он приблизился, медведь грозно зарычал. Это была отчаянная попытка защитить себя от того, что он воспринимал как угрозу. Затем Джон сделал нечто шокирующее. Он бросил свое охотничье снаряжение, единственное средство защиты, которое у него было, и положил его на землю. Его разоружение было обещанием не причинять вреда. На самом деле медведь постепенно успокоился. Возможно, бедняга повидал за свою жизнь достаточно охотников, чтобы понять, что они опасны только тогда, когда держат в руках предметы. И руки этого человека теперь были пусты. Но это не меняло того факта, что Джон подвергал себя серьезной опасности. Любой здравомыслящий человек отказался бы приближаться так близко к такому большому и непредсказуемому хищнику. Рейнджер опустился на колени рядом с медведем и попытался завоевать его доверие. Затем он подошел ближе и перерезал петлю, обвивавшую шею хищника. Медведь оставался на удивление спокойным и не показывал никаких признаков угрозы человеку. Затем Джон перешел к колючей проволоке. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что проволока начала впиваться в тело медведя. Крики животного становились все громче по мере того, как Джон аккуратно и осторожно удалял проволоку. В конце концов, медведь попал в капкан только с одной лапой. Если бы Джон решил эту проблему, медведь был бы свободен и мог бы легко напасть на него. Но мужчине ничего не оставалось, как довериться животному. Он собрал все свое мужество и выпустил лапу из капкана. Теперь медведь был свободен. Мужчина не ожидал того, что произошло дальше. Вместо того, чтобы вскочить, медведь остался лежать на том же месте. Когда Джон отступил назад, его охватила печаль, когда он увидел всю картину. Шерсть животного была отмечена глубокими ранами. Через несколько минут медведь собрал все силы и встал. Он пробежал несколько метров и снова упал. Мужчина опустился на колени рядом с медведем и произнес успокаивающие слова. Джон не хотел оставлять животное на произвол судьбы, потому что рано или поздно браконьеры найдут медведя и сделают с ним ужасное. Недолго думая, Джон взял телефон, набрал номер местной клиники дикой природы и попросил о срочной помощи. Когда приехали люди, медведя сразу усыпили транквилизаторами и тщательно осмотрели. Команда определила, что медведь, вероятно, находился в такой мучительной ловушке в течение нескольких дней, терпя голод и боль. Произошла инфекция, и операция была признана необходимой, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения. Без немедленного вмешательства существовала большая вероятность того, что медведь потеряет ногу. Работая вместе, они аккуратно погрузили медведя в транспортное средство и через 30 минут добрались до клиники.
Ветеринары и эксперты по дикой природе работали вместе, чтобы оказать медведю столь необходимое лечение. Раны были очищены, введены антибиотики, а зияющие раны тщательно зашиты. К ужасу Джона, после того, как врачи завершили свою работу, они раскрыли тревожную правду. Медведь не был единичным инцидентом. За последние недели поступило несколько сообщений о других диких животных с аналогичными травмами. Понимание того, что других животных постигла та же участь, привело Джона в ярость. В последующие дни медведь оставался под сильным снотворным и находился под пристальным наблюдением в клинике. По мере того, как животное постепенно восстанавливало свои силы, сотрудники больницы обсуждали возможность выпустить его обратно в дикую природу. Но Джон отверг эту идею. Не было смысла выпускать медведя, когда вокруг была группа людей, намеревающихся причинить ему вред. Бедное животное, вероятно, снова попадет в ловушку, и на этот раз ему может не посчастливиться быть обнаруженным вовремя. Сотрудники согласились, но другого выбора у них не было. У них просто не было ни места, ни ресурсов, чтобы разместить медведя дольше, чем на несколько дней. Недолго думая, Джон начал гонку со временем, чтобы найти виновника до того, как медведя отпустят на свободу. Имея доказательства, собранные в клинике, он обратился в полицию. Совместно со службами по контролю за животными начали расследование дела. Но Джону этого было недостаточно. Он знал, что ему придется взять дело в свои руки. Он установил камеры наблюдения в самых популярных охотничьих местах, но безрезультатно. Но в одну роковую ночь Джона разбудил сигнал тревоги камеры наблюдения за дикой природой. Адреналин пронесся по его телу. Он тут же вскочил и отправился в лес с фонариком. Дрожащими пальцами Джон начал идти по следам. Каждое маленькое движение в темноте ночи заставляло его сердце биться быстрее. Вскоре он понял, что шаги ведут глубже в лес, в укромное место, которое он редко патрулирует. Внезапно звуки прекратились, и над деревьями воцарилась жуткая тишина. Джон затаил дыхание, выходя на поляну. Перед ним была только что поставленная ловушка. Но прежде чем он успел что-либо сделать, позади него сломалась ветка. Он обернулся и увидел приближающуюся к нему темную фигуру. Недолго думая, он прыгнул на фигуру и одолел ее после короткой, но ожесточенной борьбы. Это был человек, который расставлял ловушки. Джон немедленно позвонил в полицию, которая арестовала мужчину и собрала оставшиеся улики. На допросе мужчина признался в своих преступлениях и раскрыл все места расставленных им ловушек. Власти обнаружили и обезвредили все ловушки. Но история имела неожиданный поворот. В течение следующих нескольких дней медведь выздоровел и был выпущен обратно в дикую природу. Джон и команда увели медведя вглубь леса. Но когда медведь наконец вышел на свободу, он сделал нечто необычное. Вместо того, чтобы немедленно убежать и скрыться в зарослях, он остановился в нескольких метрах от машины и в последний раз оглянулся. Он словно благодарил людей за помощь. В этот момент Джон и другие рейнджеры начали плакать. Медведь перевел взгляд вперед и, наконец, скрылся в густых деревьях. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.